Приветствую вас на канале Wellness Design. Лето, и мне безумно хотелось чего-то очень яркого, современного, красивого и в то же время очень комфортного. И, конечно же, мне не терпится поделиться этим кайфом и простотой выполнения данного градиента. И в начале видео похвастаюсь своими очередными находками, новинками от торговой марки Fresh Prof. Ссылку на сайт для заказа и название всех материалов оставлю в описании под видео. Очень приятно, что торговая марка клиентоориентированная, безумно обширная палитра современных модных гель-лаков от неоновых баз до пастелек. Ну и плюс цена, качество и лояльность сильно порадует. И начну с неоновых камуфлирующих баз. Цвет 02 – это ярко-желтый, неоново-желтый. База хорошо ложится и очень легко выравнивается. Сейчас очень модны градиенты камуфлирующими базами, а неоновые базы, особенно летом, будут как нельзя кстати. Следующий цвет Neon Base 01 – это ярко-зеленый, неоново-зеленый. Я наношу сначала тонкий слой, скользящий на ноготок, а затем уже крупную каплю распределяю по всему ноготку. Для наглядности покажу два этих цвета рядом – желтый и зеленый неоны. Следующая линейка гель-лаков Glitter Neon, цвет 01. Это неоновые гель-лаки, достаточно плотные, с безумно красивым золотым шиммером. Данный цвет я бы охарактеризовала больше как все-таки зеленый, цвет лайма. И следующий оттенок более желтый, неон 02. Это уже ярко-желтый, неоново-желтый, также с красивым шиммером. Гель-лаки достаточно плотные, перекрыть ими можно в один слой. Неон 03 это ярко-оранжевый. Цвет такой красивой морковки, да еще плюс очень плотный и с шиммером. В эти гель-лаки я однозначно влюбилась, в коллекции есть еще и розовые, однозначно их добавлю в свой арсенал. А пока похвастаюсь зеленый, желтый, оранжевый. Следующая коллекция гель-лаков Yogurt Best, цвет покажу 07, это молочно-голубой, нежно-голубой. База отлично ложатся и легко выравниваются. Я нанесла сначала тонкий скользящий слой и по нему уже наставила крупную каплю, распределив по ноготку. Йогуртовая база цвет 08. Достаточно насыщенный фиолетовый сиреневый цвет. Точно так же наношу сначала тонкий скользящий слой, а затем наставляю каплю, распределяя ее по ноготку. Цвет очень красивый, не сильно светлый, не выбеленный, достаточно насыщенный сиреневый. Для наглядности покажу оба цвета, голубой с легкой сиреневой ноткой и сиреневый. Следующая коллекция неон продемонстрирует цвет 04, ярко-розовый, неоново-розовый классический. Нанесла буквально в 3-4 мазка в один слой на прозрачную типсу. Гель-лак безумно плотный, отлично сохнет. Для сравнения покажу и соседние цвета этих розовых неонов. Еще одни новиночки из коллекции Neon Nude, цвет 04, это ярко-желтый, неоново-желтый. Бомбический просто гель-лак, одно удовольствие его наносить, наносится реально в один слой, плотный, яркий. Из этой коллекции у меня только два цвета, также еще 05 неоново-розовый. Следующая коллекция Sweet Kiss. Пройдусь по оранжевым. Гель-лаки очень плотные, замечу, наношу на полностью прозрачную типсу в один слой. Хорошо, отлично выравниваются. И эти цвета я бы охарактеризовала как неоны слегка выбеленные. Безумно красивые и приятные оттенки оранжевого. Какие-то с розовой ноткой легкой, какие-то с желтинку больше. И в заключение пройдусь по коллекции Yellow, желтый, цвет 01, выбеленный желтый. Очень приятный, комфортный, достаточно популярный у клиенток цвет. Такой холодно-желтый выбеленный. Для наглядности продемонстрирую соседние цвета этой коллекции. Все цвета нанесены в один слой. И вот такая вот подборочка сочных и ярких гель-лаков у меня получилась. Все цвета замечу нанесены на полностью прозрачные типсы в один слой. Наклеечки, стикеры на палитру мне пришли вместе с гель-лаками, это очень удобно, и за это отдельное спасибо торговой марке. И наконец-то добралась до маникюра себе. Ноготки очень сильно отросли, носила я их, наверное, чуть более месяца. На моем канале есть видео, как делала именно эти ноготки. Я дико просто устала от этой длины и убираю по максимуму. Сначала убираю длину, твердосплавной фрезой с красной насечкой на 20 000 оборотах. Ссылку на нее найдете в описании под видео.
И этой же фрезой спиливаю старое покрытие, старый материал. Спилив старый материал, очищаю тщательно от пыли. Приподнимаю аккуратно пушером кутикулу. И алмазной фрезой пламя с красной насечкой прохожусь сначала на форварде справа налево, выпиливая сначала птериги из-под кутикулы, из пазов боковых валиков и зашлифовывая их, а затем переключаю аппарат на реверс и прохожусь, повторяя те же самые движения, только уже слева направо. Кусачками для кутикулы аккуратно отрезаю кутикулу. И вот что у меня получилось. Маникюр готов, и можно приступать к покрытию. Тщательно обезжириваю ноготки. На среднем ноготке у меня все же есть трещина, достаточно глубокая, но ноготок я решила не убирать. Промазала натуральные ноготки ультрабондом, или он же бескислотный праймер, и нанесла базовый гель. Просушила гель 30 секунд. Шпателем набрала полигель молочный и перенесла на ноготок. Кистью, смоченной в жидкости для работы с полигелем, акригелем, разглаживаю, выравниваю. Сначала вдоль кутикулы выравниваю, затем уже разглаживаю, приглаживаю, распределяю по длине ноготка, по всей поверхности, оттягивая от кутикулы, разглаживая к свободному краю. Излишки полигеля сняла кистью. Ноготок получается достаточно ровный, гладенький, очень красивый. Просушиваю 60 секунд, вытираю липкий слой и керамической фрезой с красно-синей насечкой, такой усеченный закругленный конус, я все же прохожусь. По форме слегка могу выровнять, убрать толщину снизу чуть-чуть ноготок и сверху выравниваю какие-то микро-неровности. Твердосплавной фрезой выпиливаю натуральные ноготки из-под свободного края. Далее пилочкой 100-180 грейд опиливаю по форме, вытирая ноготки от пыли. Вот что у меня получилось. Такая вот своего рода коррекция. Я не делала сильно толстый слой полигеля, но иначе у меня ноготки не будут носиться. Пододвинув кутикулу, перекрыла все ноготки тонким слоем базы для гель-лака. Так мне будет легче, быстрее и проще сделать идеальный градиент в один слой по полигелю. Кутикуле наношу неоново-розовый, неон 0,5 до середины ноготка достаточно плотным слоем. И на оставшуюся часть ноготка наношу Sweet Kiss 0,5. Это такой неоново-оранжевый, слегка выбеленный. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Какие-то недочеты, где испачкала, вытираю салфеткой, смоченной в обезжиривателе. И этой же кистью, либо тонкой кистью, дорабатываю у боковых валиков. Такими стежками, стягивающими друг на друга, прохожусь только у боковых валиков. Тем самым по бокам получается идеальный гладкий ровный градиент, нет никаких пробелов и зазоров, и уже тонкой кистью довожу розовый гель-лак под кутикулу. И вот что у меня получилось. На всех ноготках у меня градиент выполнен в один слой. Просушиваю градиент 60 секунд. Я выполняю градиент по очереди на каждом ноготке, промежуточно просушивая. Обязательно вытираю липкий слой и аэропуффингом или мягкой губкой и белой плотной гель-краской делаю выбеленный центр. На моем канале есть более подробное видео, как же сделать это без мусора. Оставлю на него ссылку в описании под видео. Промежуточно просушила 30 секунд. Дублирую слой, но уже чуть меньшим диаметром, делая центр еще белее. Просушиваю 30 секунд и буду использовать глиттер неон 01. В начале видео демонстрировала, это более зеленый оттенок неонового гель-лака с шиммером. Прокрашиваю вот такой вот овал тонким слоем по центру ноготка и наставляю каплю на центр ноготка. Растушевываю кистью для градиента гребешок, или если удобно, круглой кистью, тонкой, либо чуть потолще. Для подмалевков тоже подойдет. Главное, кисть должна быть мягкая и аккуратно, достаточно быстро. И гель-лак, так как шиммером, он очень легко растушевывается и распределяется. В принципе, эти гель-лаки хорошо выравниваются. Таким образом, получается у меня идеально ровный, гладкий круговой градиент. Ну что скажете?
100% в комментариях в Инстаграм никто не угадал технику. Просушила гель-лак 30 секунд и буду перекрывать флеш-топ. Это глянцевый топ с безумно красивыми светоотражающими частичками. Вот этот топ 100% находка. Не знаешь, что добавить к маникюру? Добавь просто топ со светоотражающими частичками. Светоотражающие лаки у меня и у моих клиентов как-то не зашли, но этот топ точно будет хит сезона. Вроде они такие ненавязчивые, достаточно нежные, но очень завораживающие, сверкает. Ставлю сушиться в лампу на 60 секунд и тоже залипла. Безумно красивый, яркий получился маникюр и достаточно блеска, блесток. Кто-то может скажет, что это дико вульгарно, но, видимо, у меня сейчас такое настроение, и это самое то, что доктор прописал. Надеюсь, это видео вам было полезным, очень понравилось, я поделилась своим кайфом, честно, от души. И не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить очередные интересные идеи. До новых встреч!